Всем хайс, и это пиздец от начала и до конца. Хотел бы я сказать, что вышла Plants vs Zombies Replanted, но это не так. Игру слили за неделю до ее выхода. Дело все в том, что разработчики делают так, что иногда игры, которые можно предзаказать, можно сделать им раннюю загрузку файлов. И обычно это делают за пару дней до релиза. Но эти зачем-то дали эту возможность за неделю до релиза. Скорее всего, они закончили работу раньше времени, поэтому на Steam Debil последняя обнова была 16 числа. И я в принципе не удивлен, ведь это простейший HD ремастер из говна и палок. И все дело в том, что они сделали предзагрузку на ПК и консолях. И вы бы могли бы подумать, что люди могут просто взять файлы на ПК и все. Но я вам скажу нет. Игра на ПК выходит в Steam, EGS, GOG и в лаунчере от издателя игры, а именно EA App. В Steam, EGS и GOG, хотя насчет последнего не уверен, может у него и так же как в EA App из-за его политики, а может там и нет предзагрузки. Ну в общем, в трех ранее названных есть шифровка в файлах, не вышедших скачанных игр. На примере Steam вы не найдете файлы в папке с игрой, она находится в другой папке и все файлы зашифрованы. Ну блять, самое тупое. В EA App, на секундочку, лаунчере от издателя игры нет никакой защиты. Там просто лежат файлы игры без какой-либо защиты. Но может это предусмотрели и сделали проверку лицензии и выхода игры через интернет. А вот нихуя! Игра просто запускается и тупо работает. Мне вообще интересно, кто-то игру хоть тестил? Потому что ну слишком много херни творилось и творится с игрой за период ее разработки. А именно она разрабатывалась с апреля этого года, когда еще игру давали тестерам. И они так нахваливали игру. Говорили, это как раньше, это великолепный ремастер, который дает великолепный опыт как раньше. Вообще, зачем она на ПК существует, ведь она предназначалась для тач-устройств. Бездарные идиоты. Я на 100% уверен, что от оригинального состава PopCap никого не осталось. Достаточно посмотреть двойные титры в конце игры. Так почему же все еще до релиза игры и сейчас хейтят именно начинку игры? Ну, следующие строчки поведают вам об этом. Я, конечно, понимаю, что, к примеру, ту же оптимизацию может и пофиксят с патчем первого дня. Потому что, когда игра фризится на пару секунд, когда ты делаешь действие, которое ранее не делал, это какая-то дичь. ПВЗ дичь. К игре ну прям очень много претензий. Хотя, казалось, обычный ремастер с повышением текстур. Какие могут быть тут проблемы? Особенно под таким издателем, как EA. А да, они же постоянно срутся с релизом своих игр. Как минимум последние 10 лет. Вспомним Battlefield 5, 2042 и даже шестерка со своими нюансами. Или как Disney у них отобрали права на франшизу Звездных войн, потому что они своими дерьмовыми играми по франшизе наносили вред бренду. Хотя Disney тоже виноват, но тут это не важно. Ну и конечно же, спортивные симуляторы по типу FIFA, где из года в год одно и то же. И к сожалению, ПВЗ постигла такая же участь. Ведь игру отдали на аутсорс к другим людям. Конкретно The Lost Pixels, которые ответственны за улучшение текстуры и визуал. Как бы на аккаунте ПВЗ в Твиттере они не писали, что при создании текстур не использовался ИИ. Факт есть факт, он был использован. Это можно заметить по мылу, отсутствие деталей и других подобных вещах, которые свидетельствуют о присутствии ИИ. Заметно это по тем же надгробиям. Огонь древа факела стал каким-то скомканным и менее детальным. И даже бедный двойной подсолнух стал обладателем длинных лепестков. Каким образом они допустили такое, крайне непонятно. По ощущениям, никто за процессом разработки не следил. Хотя косяки в виде капусты из ПВЗ-2 и отсутствие шипов исправили. Но это было во время разработки. И все равно некоторые ассеты не соответствуют оригиналу. Ведь игру лепили из разных кусков кодов портов игры. За основу был взят порт с Windows Phone, потому что язык программирования через пару путей был идентичен языку программирования движка Unity. Текстуры для лужайки и семян были взяты с HD порта для iPad версии. Ее вроде как давно уже сняли с продаж. PvP кооп и расширенные фоны были взяты с PS3 версии или Xbox 360, а выбор уровней с обновления для мобильной версии 6-летней давности. Там даже
Даже есть гроб без функционала, который в Replanted стал Cloudy модом. Есть неуместные звуки по типу разговоров зомби из второй части. Звуки при выборе локации с уровнями. Когда я был на финальном боссе, я думал, что я криворукий и ставлю не те растения. Но как оказалось, цвет глаз не соответствовал цвету выпускаемого шара. Непонятно почему имитатор забыл во вкладке зомби, когда он еще не куплен и не отображается во вкладке с растениями. Так как растения были взяты с iPad версии, они вылезают за края своей рамки. У зомби такая же фигня. Арты, которые нам никогда не показывали, были показаны. Лол. Конечно, я не все видел, может и реально что-то новое показали, не считая контента Replanted. Но я как-то в этом сомневаюсь, ведь человек, который занимался визуалом в оригинале, не был привлечен к разработке ремейка. Но скорее всего они взяли же с того же твиттера разработчика. Финальные титры были взяты из консольной версии, были засунуты в телек 4:3 из трейлера ремастера, и ничего измененного не было, в том числе и титры, которые были от оригинальной игры. И после этих титров ужасные полные титры, где мы можем насладиться бездарным составом разработчиков этой игры. Монетки имеют не ту текстуру с долларом и странно наслаиваются друг на друга. PvP и кооп мод остались такими же. И в эти режимы нельзя поиграть с клавиатуры. Вам обязательно нужно иметь два геймпада для игры. И баланс тут точно так же сломан. Зомби все еще имба, если оба умеют играть. Чтобы было интереснее играть, вам нужно найти человека, который плоховато играет, и дать ему играть за зомби, а самому за растения. Также из нововведений добавили ускорение игры 1,5, 2 и 2,5х, который недавно появился в мобильной версии. И там можно вплоть до 3х ставить. Но использование не бесконечно и надо смотреть рекламу. Ну а проблемы с ускорением, которые есть в Replanted, во-первых, это ускорение не убирается, когда вы подбираете финальный дроп. И есть какой-то тупой баг, если я правильно заметил. Начиная с 1,5 или 2х, зомби спавнится из ниоткуда. Во время мини-игры, где зомби вылезают из могил, они могут вылезти из ниоткуда. Также, когда я тестил кооп мод, у меня зомби вылез за косилками. Тем самым мы сразу проиграли. Новый режим «Покойся с миром», ака RIP мод, это тот же приключение плюс, но с одной рандомной косилкой. И при смерти вам придется начинать сначала. Cloudy мод представляет из себя лужайку, бассейн и крышу. По 4 уровня из каждой локации с переменной облачностью, где подсолнухи дают меньше солнца, и они засыпают, когда налетают облака. И при них стоимость растений снижается. И я скажу, мне реально понравился этот режим. На крыше он даже чутка попотеть меня заставил. Думаю, с ним можно заснять челлендж, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И из последнего добавили те самые скрытые мини-игры. Но какого-то хрена нет айс-левела, хотя он был на этапе разработки игры и в концепт-артах. Неужели было так сложно придумать какой-то геймплей для него? Вот бесит, когда говорят и не делают, особенно за 20 баксов. И эксклюзивная мини-игра «Открытие Китая», которая спрятана на глубине с достижениями, довольно-таки легкая и проходится с растениями, которые вы получали в начале приключения. Сам уровень взят из китайской версии игры, с измененными горшками и первыми зомби, и не более. Как пасхалка прикольно, но реализация так себе. И это весь контент, который преподнес нам ремастер первой части ПВЗ. Честно скажу, это ужасно. Таких ленивых ремастеров я давно не видывал. С точки зрения человека, который не так сильно шарит за игры и не был знаком с франшизой, могу сказать так. Выглядит и играется не столь плохо, как могло показаться. Но извините меня, 20 баксов за лениво сделанный оригинал — это очень много. Я максимум дал бы 5-10 баксов за такое, но даже такой суммы не очень хочется. Если все же хотите поиграть в лицуху, то берите спустя год и больше по нормальной скидке, когда я надеюсь исправить все дико мешающие в погружение баги. А если вам все равно на лицуху, то можете взять версию из зеленого стима, как я для этого обзора. Ну а лучше всего взять оригинал, который по скидкам почти даром, а консольные версии можно попробовать через эмулятор, потому что контента от той же DS-версии нет. Хоть мне и не понравилось, как и многим, скажу так, задумка прикольная, разрабы пидары, но это явно никак не возродит франшизу. Ведь хейт к игре большой, много продаж навряд ли соберет, и надеяться на новые игры, те же шутеры, не приходится. Есть полумертвая PvZ 3, которая никак за 6 лет выйти не может.
из-за непонятия, что из себя игра должна представлять. Но сейчас идет бета-тест, где растения можно скрещивать, как в одном известном моде. Но я думаю, игра реально может скоро релизнуться. Там даже происходили различные скандалы, но это тема для отдельного видео. Ну а сейчас я хочу вас попросить поддержать канал лайком и подпиской, если вам понравилось данное видео и вы хотите увидеть больше видео по ПВЗ и игровой индустрии. Также можете подписаться на мой телеграм-канал, чтобы следить за новостями из мира игр. Это был Сайвен, до встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока.